Мир еще никогда не видел более жесткого противостояния двух фандомов – феи или чародейки, волшебная пыльца или сердце Кондракара, Алфея или Шеффилд. Жанр аниме Маху Сёдзу знаком, пожалуй, каждому фанату современной поп-культуры. Истории об обычных девчонках-подростках, которые в один прекрасный день обнаруживают в себе волшебные способности и встают на защиту мира от сил зла. Первое аниме с подобной задумкой появилось аж в 1966 году, а команду волшебниц-матросках мы увидели только в 1996. После успеха Sailor Moon совершенно естественным образом начали появляться и западные аналоги, адаптированные под целевую аудиторию Европы и Америки. Таковыми стали и два проекта, о которых пойдет речь в этом видео – Винкс и Чародейки. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает добро пожаловать на мой канал. Пожалуй, каждый, кто хоть краем глаза смотрел эти мультфильмы и читал комиксы, невольно задумывался о схожести этих проектов. Команды девочек-подростков со сверхспособностями, которые защищают некие волшебные миры и пытаются предотвратить реализацию грозного плана врага по установлению вселенского господства. Но кроме задумки есть и множество других фактов, которые делают эти франшизы схожими. Примерно одинаковое количество участниц команд, схожее распределение ролей внутри групп, и у тех была музыкальная группа. Однажды одна и та же компания выпускала кукол по этим мультсериалам на одних и тех же телах. Да в конце концов, названия команд начинаются на две одинаковые буквы. И пусть я сама не склонна сравнивать два этих мультсериала, я обожаю эти проекты и выступаю против соревнований кто у кого что спер, споры все же продолжаются. И я считаю своим долгом приоткрыть завесу тайны в этом видео. В 90-е годы некий Инджинио Страффи, итальянский художник-дизайнер, задумался о создании анимационного шоу о девушках-подростках. В сериале ему хотелось отразить противостояние двух школ – школы фей и школы ведьм, своего рода соперничество между Оксфордом и Кембриджем. Конечно же, ему было интересно показать психологический аспект этой вражды, а также отразить в своей работе трудности этого непростого возраста и многое-многое другое. Так, в 1994 году появилась студия Rainbow, название которой мы и слышим в начале каждой серии Винкс. В интернете в открытом доступе можно найти концепты 5 фей, которые были созданы в 1999 году. Уже по ним можно заметить, насколько первоначальные образы Винкс сильно отличаются от того, что мы в результате увидели в сериях. А в 2001-2002 прошел тестовый показ пилотной нулевой серии Винкс, кадры которой тоже можно найти в интернете. Сам Страффи не был доволен результатом, из-за чего сериал еще дорабатывался и менялся дальше. В результате 28 января 2004 года состоялась мировая премьера мультсериала Winx Club на итальянском телеканале Rai 2. Комиксы по чародейкам, или как у нас их изначально называли «Ведьма», впервые появились в апреле 2001 года в Италии. Как вы видите, и у того, и у другого проекта итальянские корни. А вот сериал по мотивам истории 5 стражниц стартовал в декабре 2004 года на телеканале ABC Family. В отличие от Винкс, найти ранних концептов или пилотных серий в интернете мне не удалось. Ребят, это вообще нормально для вас? Или все-таки чего-то есть, я просто не нашла? В любом случае, из этой информации становится понятно, что работа над этими проектами происходила в 90-е годы прошлого века примерно в одно и то же время. И все схожести в дизайнах и в сюжетах — это чистое совпадение. Или не совпадение. Копаясь в тоннах информации в поисках интересной зацепки, я обнаружила, что среди авторов двух этих проектов числится Франческо Артибани. Как я поняла по очень лаконичной биографии Франческо в Википедии, в 1992 году он приступил к своей работе в Disney Italia, где в том числе работал над сценарием для комиксов «Аллергия на монстров», по мотивам которого позже Rainbow сняли анимационный сериал. По-видимому, так Франческо появился в поле зрения Страффи. И Инджинио пригласил Артибани поработать над комиксами о Винкс, которые он хотел сделать по мотивам мультсериала, да, у Винкса наоборот, и первый журнал с этими комиксами вышел в апреле 2004 года. Тогда же компания Walt Disney подала иск в суд о нарушении авторских прав со стороны Rainbow. Disney обвинил Rainbow в копировании концепции комиксов Witch, которые якобы были опубликованы через год после начала работы над Винкс. Таким образом, Disney хотел добиться запрета на дальнейший выпуск сериала и комиксов Винкс, объявить товарный знак Winx Club недействительным и изъять периодические издания и киноматериалы с якобы нарушающим авторские права наименованием Winx Club. И знаете что? Rainbow выиграли это дело. Они предоставили доказательства того, что работа над Винкс началась еще до 2000 года, в то время как комиксы Witch были выпущены только в апреле 2001. Таким образом, все претензии Disney о нарушениях были отклонены 2 августа 2004 года. Ну и логично, с того момента Страффи избегает иметь какие-то дела с Диснеем. Хотя в той же Турции 5-й сезон Винкс транслировали как раз по каналу Disney.
В общем, ребят, к чему это все? Заканчивайте уже спорить, кто у кого там что украл. За вас уже решил все суд Болонии, и никакие возражения больше не принимаются. Возвращаясь к Франческо Артибани, очень забавно, что ни на одном сайте не написано одновременно о его работе и в Диснее, и в Рейнбоу. Либо одно, либо другое. Как вы наверняка знаете, мультсериал «Чародейки» прожил всего лишь 2 сезона, и 3-й сезон, увы, так и не вышел. В большинстве источников не уточняется причина отказа от дальнейшей работы над проектом, но в некоторых из них все же указывается низкий рейтинг во время показа 2-го сезона. Возможно, и проигранный суд морально подбил создателей и заставил сдаться, но мне не кажется, что это было основной причиной, поэтому винить здесь Винкс нет смысла. Зато ведьмы ушли достойно, не скатились и не разочаровали фанатов скучными сюжетными поворотами и бессмысленными побрякушками, которыми в последнее время печально славится Винкс. Еще в 2007 году Страффи заявлял, что Винкс не будут длиться вечно. Он рассчитывал мультсериал на 3 сезона и 1 полнометражку, которая должна была расставить все точки над «и». Но в 2008 году он все же решил продолжить, ссылаясь на популярность франшизы. И мы имеем, что имеем. Тем не менее, в формате комиксов на данный момент вышло уже 11 сезонов «Чародеек», в то время как у Винкса всего лишь 8. И 4 спешла. Плюс 2 сезона спин-оффа. Ну и поп-пикси. И полнометражки. На самом деле «Чародейки» действительно не уступают. Я была в шоке, когда узнала, сколько интересных изданий выходило и будет выходить по мотивам оригинальной истории, так что проект вообще нельзя считать умершим. Ну и как бонус давайте я расскажу вам о том, что означают названия команд. Witch — это аббревиатура из имен девушек, состоящих в команде. Вилл, Ирма, Тарни, Корнелия, Хайлин. С английского это слово переводится как «ведьма», и сперва у нас в России серию книг и журналов так и назвали, но на деле они стражницы, волшебницы, чародейки. У Винкс история совсем другая. Настоящую историю рассказали в комиксе номер 3. Название команды происходит от английского слова wings — крылья. В нем 2 последние буквы заменены на букву X, которая визуально напоминает сами крылья феи. И не верьте тому, что Блум говорит в серии. Ничего, просто Винкс. Господи, меня так бомбит каждый раз, когда я это слышу. Я не понимаю, в чем проблема. У них что, времени не хватило в серии? В чем проблема найти 2 секунды, чтобы разъяснить слово и рассказать им? В общем, такие дела. Не забывайте делиться своими впечатлениями и мыслями по теме в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, делитесь этим видео со своими друзьями, пусть и они узнают правду. Ну а я оставляю вас с интереснейшими видео с моего канала и желаю вам волшебного дня. До скорого!